Первый день закончился фаер-шоу. Начали жарить шашлык. Проблема в том, что, знаете, я не стал ничего снимать. Ну, во-первых, отдыхали. Сил уже точно не было. А во-вторых, жарили шашлык. Сначала у домика, где был свет. Потом на нас гаркнули. И приказали уйти на специально оборудованную площадку. Точно такая же площадка, как возле домика, только в темноте. Вот. В общем, у нас фаер-шоу случилось. Разжигали мангал. И баллон газовый вспыхнул в руке. Опасян, конечно. Знаете, сколько лет на даче разжигали, вообще проблем не было. А здесь вот такое случилось. И, естественно, баллон бросили ее. Все загорелось. Ну, подготовились. Мы всегда подготавливаем ведро с водой. Поэтому все было оперативно потушено. Короче, утро второго дня. Вчера нарыбачились, накупались, а сегодня будем весь день купаться. Сделали окрошку и пошли в магазин. В магазин здесь идти минут 10, вот по такой проселочной дороге. Ну, вы знаете, магазин большой, хороший. Цены, в принципе, незначительно дороже от города. Вот пивасик мы вчера взяли в городе по 700, и то он, по-моему, там 700 уже с копейками. В городе по 700, здесь он 850. Ну, на 150 тенге дороже, что и требовалось доказать. Ну, отдаленность от города. Людям же надо как-то строить бизнес. Вот такая вот дорога. Доехали мы классно. Водитель у нас попался местный. То есть вот здесь вот он в Бухтарме всю жизнь вырос, жил. Поэтому базу нашу нашел он сразу. Вот сейчас идем вдоль забора. Это база, на которой мы должны были отдыхать, но не было места. Нам предложили ту, на которой мы сейчас остались. Вот, в общем, как-то так. Вон еще отдыхающие ползут. Сегодня суббота. Вот, видите, база отдыха. Таблички, мне нравятся. Здесь таблички баз. Люди не запариваются на табличках. О, Господи, вы такие деньги сшибаете. Ну, сделайте вы нормальную табличку, красивую. Ну, как минимум, чтобы ее дождем не это... От дождя она не гнила. А то у кого-то просто, наверное, на коробке, блин, написано это. База отдыха. Вот еще там куча табличек. Посмотрим. Но это, знаете, здесь уже мы не на такой развилке большой. Мы до такой развилки, конечно, не дойдем. Нет надобности. А тут есть большая развилка. И там вот прям капец с этими базами. База простор, база отдыха Яры и Удача 2. Вот, видите, люди катаются. Кстати, читал новость. У нас в Казахстане вышел закон, касающих социальных сетей. Что? Куда вы едете? Назад, что ли, решила? Что за детский сад-то? Ну вот же был карман. Женщина за рулем. Это женщина за рулем. А что она сюда-то не заехала? Тут нормально. Ебанушка с погремушкой. Ой. Материться нельзя. Короче, ничего нельзя теперь. В социальных сетях, в общем, теперь нужно быть аккуратным. То есть это меня очень сильно коснется по поводу того, что нельзя ложную какую-то там заведомо ложную информацию говорить. Поэтому все, теперь буду тестировать все ароматы классные, все хорошие, вкусненькие. Да, теперь будет все вот таким образом, друзья. Вот как-то так. Там что, ягоду собирают, что ли? Какая-то ягода тут. Только мусор можно собрать. Так, ладно. Паузу. Я еще записываю. Вот мы поднялись. Вон магазин. Прям магазин, в который мы сейчас затаримся. В общем, утром у нас, как и вчера, началось с магазина. Один раз сходим, а потом уже можно спокойно отдыхать, пока не сильно жарко.
Ну, с погодой повезло. Слушайте, мы так боялись, потому что в городе было до 5 градусов ночью доходило. А здесь вода, здесь, представляете, мы даже шапки взяли с собой. Думали рыбачить, все равно будем рыбачить. И это не понадобились, слава богу. Что еще? Да вот, в принципе, и все. Придем сейчас, порубаем окрошечки вкусные. Ой, как хорошо. Вот еще один перекресток покажу вам. Как здесь таблички. То есть вы представляете, сколько здесь этих баз? Это просто кошмар. Это мы сейчас находимся не на самом главном перекрестке. Это еще не основной. Я еще раз говорю, мы до него не пойдем, это далеко. Но вот на основном перекрестке вчера мы проезжали. Меня просто улыбу всегда вызывает. Как здесь при наличии столько этих табличек, кто едет первый раз, не заблудиться. Вон, видите, кругом дороги, развилки, потому что здесь основные все базы находятся Бухтарминского водохранилища. Все основные базы здесь. Это просто кошмар. Домик на домике. База на базе. Ну и, конечно, даже иногда просто по берегу не пройти, потому что частники настроили. Хотя вроде как по закону все принадлежит народу. Ну, в общем, как-то так. Мы вчера искали вечером порыбачить одно место тоже. Я говорю, вроде тут и частная территория, ты вроде как боишься заходить, да, на нее. А с другой стороны, ну извините, я в ваш домик не иду, я иду на берег, который принадлежит всем. Правильно? Правильно. Вот еще. А там что, там какая-то одна, что ли, база? А нет, тут лето, прибой. Кто? А Олеська на какой она говорила? А я тоже уже не помню. Все, ладно, пришли в магазин. Наташка, видишь, что творится? Взламывают дверь топором. Попасть не могут. Настолько дом был в царское время построен, что, видишь, уже топором открывают. Короче, мы хотели сначала сходить на пляж, где мы вчера проходили, рыбачили. Там, ну, можно сказать, частный, наверное, пляж. Там практически места нету. И, ну, вообще места нету. Там 2 метра, наверное, шириной, а потом там камни, частные территории. Короче, капец. Вот, и решили пойти непосредственно вот на эту базу, в которой изначально мы должны были быть. Вот мы сидим сейчас на пляжу, и вон тот домик, а мы должны были в том домике жить. Ну, нам предложили, но мы отказались. Вот. Вот такая вот здесь база. Сидим, смотрим на вот тот дом, который называется квартирный. Там получается 3 квартиры, которые, видимо, были построены еще в царское время. Сейчас люди заезжают вот в этот, который посередине, и они замок даже не смогли открыть. Пришлось топором вскрывать. Вот такие вот здесь домики старинные. Всегда возмущало то, что с людей берут деньги, а на покраску, я не знаю, элементарно какие-то, да вообще уже, господи, тут на пластик можно поменять, сколько вы зарабатываете денег. Людям все жалко. В общем, в этих домиках воды нету. Здесь есть вот общая колонка, и люди вот набирают колонкой. В нашем же домике есть водичка, поэтому нам повезло больше. Тут вот баня есть на воде, по-моему, 4 тысячи стоит час. И вон там домик на воде, говорят, хозяйский. Как и положено. У хозяев все должно быть лучше. Ну так водичка, я вам скажу, все равно прохладненько. Ну, зайти сложно. Детям-то она тепленькая. Ну и дети-то и купаются на берегу. На берегу-то вообще как парное молоко. А вот в воду зайти жесть, конечно. Пойду
пойду искупаюсь. Ну все, покупались, пошли, проголодались, да и что-то не так купаться, как рыбачить охота. Напоминаю, что мы сейчас были вон там внизу. Там, это вот на этой базе. Покупались. Сейчас хотим покушать и взять рыбацкие снаряжения и пойти, где мы вчера рыбачили. Вот помните вот этот домик? Под этим домиком порыбачить. Там же еще можно будет покупаться и потом пойти на тот пляж, который... Ой, не пляж, а рыбачить, где мы вчера хорошо порыбачили. Ну, вот здесь вот вдоль берега вот это все идут уже частные строения. Частные дома. Как-то так. Слушайте, ну сегодня пекет. Мама, не горюй. Прям очень хорошо пекет. Вот все ничего. Вот наш домик. Чем неудобно, это вот эта вот горка на пляж ходить. Ну, мы выбор свой сделали. Хотя сейчас сидели на пляжу и думали, что, наверное, надо было все-таки согласиться вчера на этот домик. Слушайте, пипец, я загорел. Мажусь. Футболку вообще не снимаю. И все равно умудряюсь сгореть. Короче, смотрите. Нас вчера, вот видите, мангал стоит. Видимо, приехала хозяйка, которая вот здесь вот наверху живет. Вот машина стоит, видите? И мы хотели пожарить шашлык возле крыльца. Сейчас я покажу, где. Вот, и когда у нас этот фаер-шоу случился, она прибежала, ну и сказала, что тащите мангал, у нас здесь специальная оборудована мангальная зона. Вот. Ну, я не стал, конечно, спорить. Но на самом деле здесь нету мангальной зоны. По крайней мере, ничего же не оборудовано. Вот поэтому сейчас вам покажу. Душевая. А что она не работает? Очень бы хотелось, чтобы она работала. И вот видите, здесь что плохо, что здесь нет света. И у нас вчера шашлык немножечко подгорел. Ну вот так себе зона, да? Мангальная. Ну какая есть. Какая есть. Рады этому. Столько лестниц, горок. Ноги не сломать. Вот. А мы вчера хотели пожарить вот тут на крыльце шашлык. Но нам сказали, видите, 4 дома сгорело. Капец. Мы думали, вот здесь вот поставим и будет под присмотром жарить. Но, причем здесь вот соседи живут. И они тоже жарили вчера. Они просто костер, наверное, жгли. И ничего. Им нормально. Ну, короче, хозяйка, наверное, показала свою значимость. Фух. Ой, как на солнце жарит. Капец. Просто невыносимо. Ух ты, прям форель, что ли? Ну, я вообще видео включил. Молодчинка. И вот, в общем, друзья, мы на рыбалке. А в этот раз что-то я не рыбак. Наверное, сглазил меня кто-то. Все говорят, ой, Лёшки рыбалка, это прям... Ну, вчера, конечно, я порыбачил. Надеюсь, и сегодня тоже порыбачу. Че, говоришь, намякиш? У нас, знаете, в этот раз поехали на рыбалку. Для рыбы взяли такое широкое меню, такой ассортимент. На что только не рыбачим. Но самое смешное, вот уже второй день купили приправу, прикормку. И без прикормки ходим уже второй день. Ну а что прикармливать, если она и так он плавает? Деньги на нее тратить еще. Фух. Короче, сейчас хорошо здесь. Это помните, я вам
говорил, что вот этот домик-то, вот этот домик, мы под ним рыбачим сейчас, потому что здесь нету солнца. Мы уже пообгорелись к чертовой матери. Да вообще, знаете, вот эти крема берешь, а пользуешься ими раз в пятилетку. Ой, надо перезакидывать удочку. Пришли на другое место. Здесь мне больше везет, здесь хоть что-то начало клевать. Но здесь так неудобно стоять, тоже все камни. Мы, в принципе, на мысу, и уже темнеет. Но здесь повеселее рыбачить. Здесь, по крайней мере, это как будто вход в залив. Здесь, знаете, по крайней мере, не такие волны. Там, где мы до этого были, там прям волны не снести. Все хочу заснять, как я поймаю, но вот видите, не получается. Не клюет во время съемки. Это, знаете, это тоже надо отдельно делать какой-то видеорепортаж, когда ты рыбачишь. В общем, и разговаривать, кстати, тоже во время рыбалки категорически запрещено, потому что рыба, она все хорошо слышит, видит. Поэтому, друзья, все, прекращаю разговаривать, буду заканчивать. В данном видео пришлось отключить звук, потому что там соседи отжигают, зажигают. У них просто, знаете, невозможно. Колонка шумит. Мы находимся в 3 метрах от них. И нашу колонку перебивает. И, короче, мы просто отключили звук, ушли с веранды, потому что устали. Хотели посидеть, просто пиво попить в темноте на веранде. Но это невозможно даже разговаривать. Соседи просто гужбанят. Кстати, хотели с ними познакомиться, но они на контакт не идут. Ну, там семейные, ну, как видите, вот семейные, не семейные, а отрываться есть. Поэтому звук отключил, потому что YouTube может меня забанить из-за того, что популярная музыка будет играть. Поэтому как-то так, друзья. Вот минус вот такой вот в отдыхе, то, что с соседями нельзя договориться, им плевать на всех, они хозяева, это их территория, и они считают, что они никому не мешают. Поэтому как-то так. В общем, мучаемся с ними вот уже 2-й день. Если на 3-й день такое будет, я не знаю, я просто заплачу. Но правда, иногда хочется просто отдохнуть. А вот они, видите, у них там дискотека продолжается, выплясывают. Может быть, вообще не знаю, как будто под наркотой они. Хотя вроде бы там с детьми. Ну, хотя это тоже ничему не удивляет. Поэтому звук отключен. Но поверьте, там музыка орет. Мама, не горюй. На этой ноте я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, он вам понравился еще больше, чем предыдущий. Но, друзья, не забудьте подключиться завтра. На моем канале будет продолжение. Завтра выйдет еще один выпуск. Я не стал делать выпуски сильно огромными. Вы мне сами писали, лучше пусть по 10-15 минут, но каждый день. Поэтому решил сделать вот такие вот небольшие выпуски. Спасибо большое, всем хорошего настроения, всем отличного времени суток. И до встречи завтра на моем канале. Всем пока-пока. Пока.